Представители знака зодиака Лев, я приветствую вас, мои дорогие, на канале Астро Инспирационы. Прогноз Таро на будущее. Кто или что появится неожиданно? Что случится, что произойдет, может быть, и внезапно, неожиданно, несколько для вас с 20 февраля и до конца месяца. Какие грядущие события идут в вашу жизнь, на ваш порог? И что будет дальше? Что за этим последует в ближайшем будущем? Давайте рассмотрим выпавшие карты с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Давайте посмотрим, хотя может быть такое до конца месяца у нас как глаза на что-то открываются. Или пусть это неожиданная информация будет. Возможно, это будет связано и с человеком, но в целом нам дает период конца февраля такое ощущение, что хочется отряхнуться от прошлого. Хочется уже как-то вздохнуть свободно. Вот такой момент. Потому что период коридора затмений. Ну, давайте мы и узнаем. И достанем первые три карты, как три знака судьбы. Так что же происходит в вашей жизни с 20 февраля и до конца месяца, а то и до 3 марта? Кто же или что же появится для вас несколько неожиданно? Какие приоритеты вы будете расставлять или в каких-то сферах жизни принимать важные решения? Третий знак судьбы, всего их три, будет три. Потоковая информация, без вопроса. И достанем три карты по основным сферам жизни. Первое. Любовь, личная жизнь. Что ждет вас в личной жизни? Что ждет в работе? И третья карта финансы, тоже чего ждать или что ждет. И вторая колода Таро ангелов-хранителей. Давайте узнаем, а что же будет дальше? Для чего вот это все было нужно? К чему приготовиться? Да? К чему все идет? Что будет дальше? И совет Таро откроем в самом конце. Итак, первый знак судьбы, что там у вас происходит, возможно, неожиданно. Да, тут может быть неожиданная новость, которая где-то таким триггером может служить, когда-то вы, может быть, на что-то не решились, а вот теперь самое время, когда вы себе скажете «пора». Вы можете тут не просто решиться, а как направление даже поменять. Как будто шли до этого момента своей какой-то одной дорогой, вот как этот паж, да, шел, и вдруг он понимает, что вот сейчас нужно остановиться. Остановиться, может быть, на короткий момент, потому что я делаю важный выбор. И вот теперь как будто, да, вот эта сумка, метла, он понимает, шел я так, а теперь как будто нужно свернуть. Вот что-то такое. Это может быть как известие от ваших детей, взрослых, или ваше собственное решение по какому-то вопросу. В конечном итоге вы получаете какой-то волшебный либо бонус, либо у вас осуществляется мечта. Но это сама по себе итоговая карта «Мир». Для кого-то из вас это средство массовой информации неожиданное. То, что вы слышите в средствах массовой информации, каким-то образом вам это помогает. Помогает отстроить свои дальнейшие планы как-то иначе, но явно корректировать вы их будете. Либо обстановка вокруг вас так складывается, возможно, и договариваться с некоторыми персонами вам тоже придется. Но вот эта дипломатия, все-таки мир, гармония, вот ее как будто больше. Больше бонусов, больше возможностей, больше радости. Ну и, конечно, мы все желаем, чтобы было больше мира. Может быть, это раньше были какие-то закрытые границы, какие-то были блокировки. Но вот постепенно, где-то до конца февраля вы можете даже услышать ту новость, которая, ну, знаете, такой вестник того, что вот-вот что-то будет меняться. Причем для вас это в сторону добра. Давайте второй знак судьбы. Но, видимо, еще какой-то путь, когда, знаете, много людей, которым вы всем нужны, мои дорогие львы. Вы нужны, может быть, и как и по работе, все-таки семерка жезлов, да, но вот, может быть, и по части личной жизни. Понятно, тут у каждого свои какие-то заботы, вот все это соединить может сопровождаться усталостью. Вот тоже такой знак судьбы. Почему? Карта нам говорит, а ты словно отступи полшага назад. Перед тем, как в чем-то участвовать, вот такой знак судьбы. Что происходит? Много дел, много каких-то, может быть, и мелких таких, ну, либо вашего участия, либо это будет связано даже с предложениями, может быть, по работе. Могут пытаться люди на вас как воздействовать, чтобы вы приняли чье-то решение или кому-то оказали помощь, содействие, участвовали в каком-то вопросе, а тут как будто нет, тут тебе нужно быть лев немножко на своей волне, тогда в твоей жизни будет праздник. Может быть, не участвовать даже в какой-то конфронтации. Кстати,
у кого-то в коллективе будет вот, ну, как раз при я такое могу допустить. Или будет что-то в коллективе такое происходить, когда, ну, вот знаете, двое дерутся, виноват третий. Вот почему по семерке жезлов мы как в своей какой-то нирване находимся. Мы здесь никому ничего не доказываем, и тогда праздника будет больше, гармонии будет больше. Какая-то, знаете, конфронтация, она если и происходит, то она вас ведь не касается. И самое главное, не дать себя во что-то втянуть. Вот такой знак судьбы, что происходит. Да, потому что совсем скоро вы можете узнать, например, что какой-то человек увольняется. Для кого-то из вас это будет повышение по карьере. Или есть возможность построить карьеру. Тогда не нужно, чтобы, знаете, досужие мысли чьи-то, да, оказывали влияние, может быть, на руководство, да, почему вот нужно избегать этой конфронтации. Чтобы о вас, может быть, люди не знали много, это где-то вам помогает. Будьте готовы к тому, что вы совсем скоро будете принимать какое-то решение. Вот, кстати, тут как и вопросы именно взаимодействия через людей, так еще и внешняя обстановка оказывает на вас влияние на выбор вашего направления. Для кого-то это будут именно вопросы, связанные с работой, или бизнес, или личное дело, творчество, может быть, вторичный доход, но отчасти, может быть, и финансы. Может быть, я не исключаю, для кого-то из вас это все-таки две кубковые карты. У кого-то в личной жизни нужно правильно расставить приоритеты. Оно не может продолжаться в том ключе, в котором было прежде. Давайте еще третий знак судьбы. Но, знаете, у нас до конца февраля таковы энергии, что мы что-то не рвем, не ломаем. Мы даже если хотим поменять работу, то вот сейчас мы не бросаем, не уходим, хлопнув дверью. Если мы хотим изменить конфигурацию в отношениях, то мы тоже это делаем в каких-то плавных больше эмоциях или в плавных действиях. Но точно то мы не заканчиваем. У нас где-то с середины марта и до конца апреля, поверьте, будет к этому больше какой-то информации, будет больше ясности. Там мы себе скажем «пора». Но третий знак судьбы – баланс сам по себе. Баланс финансов, где-то вам об этом тоже говорит карта. Мы не можем что-то прямо сейчас завершить. Но здесь все идет своим чередом. У вас постепенно проясняются некоторые события, проясняются некоторые моменты, может быть, по части, откуда к вам приходят деньги или кто с вами. Вот у нас не случайно такой период, я говорила, как ключевое значение до конца февраля. Это мы делаем выводы. И самое главное, это основной какой-то гештальт, да, в чем мы понимаем себе, по крайней мере, говорим правду. Вот так я больше не хочу. А мой приоритет, он вот теперь такой. Но куда я иду дальше? Каким образом я буду взаимодействовать с людьми? Точно, вам помогает. Вот здесь может быть вокруг вас, будьте к этому готовы. И может быть это неожиданно. Неожиданно могут люди себя как-то по-странному вести. Неожиданно вы можете столкнуться, даже когда у людей, ну, знаете, как башню сносит, хочется сказать. И они как-то не очень красиво поступают. Не поднимайте перчатку какой-то словесной дуэли. Ну и будьте очень внимательны, львы, на то, или с тем, или с кем-то, на что вы соглашаетесь, понимаете? Чтобы себя не вогнать в какую-то сложную ситуацию. Постепенно, шаг за шагом, вот этот баланс, вы точно себе скажете спасибо, потому что вы даже какие-то бонусы потом получите. Будьте внимательны. Эти бонусы могут для вас означать какую-то далекую траекторию. Тут и тайны могут какие-то открыться, или почему долгое время вот была какая-то либо конфронтация, либо вот как на качелях, да, нам приходилось удерживать баланс. Для кого-то это будет как эквивалент денежный, даже такое я могу допустить. А для кого-то девятка кубков. Тут действительно эта карта, хоть иногда и называется карта эгоиста, но это когда мы остаемся довольны. Это когда мы можем где-то даже взять паузу небольшую, привести мысли, тело в порядок, дать возможность себе отдохнуть. Вот после вот этой работы у кого-то, правда, много работы будет проигрываться. Значит, дальше у кого-то со сменой статуса это происходит. Но и там вы тоже не успокаиваемся, потому что как будто девятка по нумерологии говорит, а дальше будут перемены. Вот вам какую-то траекторию для себя, по большей части, может быть, финансовая, нужно продумать. А деньги и возможности, они как идут очень тесно в этот период. Деньги– один из способов взаимодействия с миром. И поэтому есть финансы, это не финансы ради финансов, а это когда какой-то мир, когда уже
и у вас-то больше возможностей. Ну, давайте откроем по основным сферам жизни, что ждет львов в личной жизни. Но здесь ничего не меняется явно, да? Или, может быть, для кого-то из вас зависшая история, которая тоже непонятно, к чему она идет. Ну, давайте достанем дополнительные карты. Что ждет? Тут как загадку, ребус какой-то надо разгадать. Карта жрицы– это карта независимого человека, тот, который на своей волне. Может быть, и вы сталкиваетесь с таким человеком, но все-таки, я бы сказала, вам нужно себя как-то очень правильно защищать. Искусство мелких шагов. Для кого-то из вас, может быть, по некоторым позициям пересмотренные отношения в паре. Для кого-то из вас ключевое значение, как долго я буду находиться в сольном варианте. Может быть и так. По девятке жезлов наступает время себе сказать, что вот в какой-то плоскости ваших взаимоотношений вы сделали все, что могли. Потому что так дальше дело не пойдет, это факт. Но я не могу сказать, что вы вот одним махом, да, вот как разрубить Гордиев узел можете до конца февраля. Нет, тут нужно еще за чем-то пронаблюдать. Это факт. А что это такое? У кого-то, правда, вопросы пары, вопросы прежних взаимоотношений. У кого-то это просто вопросы семья, может, дети, может быть, родственники, даже если вы один или одна. Ну, здесь могут быть и знаете, такое взаимодействие с родственниками, может быть, родителями или дальними родственниками. У кого-то та история, когда, может быть, вы вынуждены были за кем-то ухаживать. Я вот этого не исключаю. Верховная жрица и девятка жезлов. Когда вы сами взяли на себя, как, знаете, какой-то обет именно по, может быть, помощи какому-то человеку, содействию человеку. И все равно теперь наступает ситуация, когда пора делать выводы. Давайте карту совет. Как вам действовать? Карта говорит однозначно. Какое-то разочарование, какие-то потери, возможно, они и есть, но это теперь уже не имеет значения. И по этой карте как будто есть то, что, ну, это вы сами, есть то, что нужно и должно быть продолжено. Пусть это ваши какие-то планы даже, да, или пусть это прежняя история, которая, ну, мы тут явно не можем что-то изменить. В силу, может быть, причин непреодолимых событий, а может быть, это мыслительный процесс мнения людей. Тут мы тоже ничто не можем вот кардинально изменить. Но явно гармония, мир наступает, когда мы меняем отношение к чему-либо или к кому-либо. Над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Вот здесь четко нам так говорит карта, что пришло время открыть глаза. Сам ангел, как будто высшие силы, в этой колоде не на каждой карте прорисовано значение ангела, но здесь, как вам, помогают принять какое-то очень важное решение по части личной жизни. Потому что должно закончиться какое-то ожидание. Или, знаете, как эта карта искаженного восприятия, когда много мыслей, толку никакого. Мои дорогие львы, вы как проходили, ну, такой судьбоносный период, эта карта Иерофант так выглядит, когда мы понимаем, что это как уроки истории, когда мы подводим некоторые не просто выводы, а мы столкнулись с какой-то прежней ситуацией не просто так, а мы должны не попасть, не оказаться в ней еще раз. А ваши действия, совет. Идти вперед, тут буквально так. Именно в этой колоде, посмотрите, туз земли. Всегда шанс, всегда возможность. Поэтому для кого-то из вас, может быть, мы все разные. Кто-то подводит баланс под прошлыми отношениями, да? Какую-то демаркационную линию, я не исключаю. У кого-то, может быть, заканчивается период, когда вы вынуждены были кому-то помогать, за кем-то ухаживать. Вот это тоже, вот оно подходит к финалу, к концу. Вы тут что-то не можете изменить, поэтому явно нужно принять то, что произошло, как данность. Но наступает время по этой карте Верховная Жрица хранить о себе уже молчание, строить свои собственные планы. Мы быстро не можем, ну, как бы ускорить те события, в которых мы находимся, но мы можем уже начать строить планы или выходить постепенно, шаг за шагом из какой-то зависшей истории, увидеть какую-то эту историю самую с другой, как будто ракурса, с другого угла или под другим, да, углом. Но вот эта карта будет говорить о том, что изобилие, процветание, возможность, и вы сейчас ресурсны. Эта карта предусматривает, что мы на что-то решаемся.
Вот вам решиться нужно и перевести это в первые действия. Причем аккуратные такие действия. Быть готовым к тому, что мы тут что-то изучаем, учимся буквально так. Не случайно мальчик нам, да, это только первые какие-то шаги вы будете делать или намечать для себя. Может быть, по части семьи или изменения, да, вот в паре, в вашей семье или в какой-то истории, может быть, с родственниками. Тут явно что-то меняется, мои дорогие. Но ускорить мы что-то не можем, потому что это нам как по судьбе. И даже вот тот опыт, если у кого-то чересчур печальный, значит, вам тоже нужно было пройти, чтобы даже этот опыт иметь и не повторить еще раз какую-то ошибку. Может быть и так. Для кого-то из вас это будет важное время. Я такое тоже допускаю, поскольку меня смотрят люди из разных стран. К примеру, вы не можете вернуть человека, вы не можете вернуть утраченные былые чувства, но наступает время, опять же, идти вперед. И, видимо, какие-то очень важные выводы. Конечный итог – мир, покой, гармония в вашей душе. Принять, что то, что вот зависло долгое время – да, пусть это вы прошли какой-то длительный опыт, может быть, и неоднократно, но теперь все шаг за шагом подходит именно к какой-то трансформации, завершению, какому-то экзамену жизни. И значит, какая-то прежняя история уже завершается. Для тех, кто в паре, это может быть как трансформация ваших отношений. Для тех, кто один или одна, повторюсь, это когда мы тоже, как гештальты прежние, закрываем и понимаем, что наступает время вдохнуть свежего ветра перемен. И для этого мы, конечно, сами-то тоже готовы себя менять. Что ждет в работе, в ваших планах? Тут тоже есть выбор, да, вот это я говорила об этом. Слушайте подсказки собственной души, собственной интуиции. Это важно. Наша ведьмочка метает дротики, ну или меч, двойка мечей, да. Она ведь даже не смотрит, посмотрите, с завязанными глазами. Она вот именно делает выбор душой и делает выбор сердцем. И вот тогда она как в яблочко четко попадает. Что это? Ну, пока какой-то баланс. Я уже об этом говорила. Здесь будет его величество случай, это точно. Когда вы будете что-то выбирать, у вас выбор будет, мои дорогие. Тут от вашего правильного выбора будет зависеть последующая какая-то конфигурация. Более того, для кого-то из вас это известие может быть по работе, которое будет связано с тем, что вам потребуется даже либо совершить какие-то перемещения, и вы будете думать, нужно мне это или нет. Или вот этот выбор, когда вы тоже к чему-то привыкли. И хочется вот как будто вернуться назад, и чтобы оно вот как-то было все ровно, гладко, как прежде. А так вот оно не произойдет. Для вас будет очень важно принять какую-то новую реальность, точно куда-то отправиться, на что-то согласиться или согласиться с своими желаниями, мои дорогие. Все-таки первая карта мы делаем душой и сердцем. Куда же я иду? Вот по работе здесь может быть и выбор работы. У кого-то это будет вторичный доход. Кто-то приступит к изучению. Кстати, вот в этой колоде карт буквально мальчик изучение с книжкой под мышкой. Для кого-то будет необходимо пройти курсы. Или, может быть, желание путешествовать, да, подвигнет в вас необходимость что-то изучить, как язык, язык программирования. Или желание переезда тоже куда-то далеко будет тоже подталкивать вас к тому, что обрести вторую профессию, как вторичную занятость, чтобы иметь, ну, более надежный доход или работать из любого уголка мира. Может быть и так, вполне вероятно. Для кого-то из вас это именно процесс, когда вы что-то не сможете изменить в плане будущего, хотим мы или нет. Будущее, оно уже на пороге. Но будьте готовы к тому, что совсем скоро, возможно, вам придется как будто отплыть от прежнего берега. Или принять новую реальность в плане того, что вы можете начать строить карьеру, что-то изучать, рассматривать совершенно новые какие-то направления по работе. Это всегда свежие планы, ведь шестерка мечей – карта заслуженного успеха. Что в финансах? Ну, пока, по крайней мере, пятерка пентаклей может говорить о том, что вы пытаетесь решить финансовые вопросы. Что это? Что будет дальше? Да, тут от вашего выбора будет зависеть ваш успех.
Тут, знаете, тут нужно именно что-то переиграть в новом ключе. Потому что если мы будем ждать, что вернется прошлое, то мы не дождемся. Если мы будем ждать, что, ну, допустим, я уже все знаю, уже все прошел, и не хочу я тут ничего не изучать, или мне это не нужно, или я и не могу, и не хочу ничего делать. Но тут, видимо, будут такие конфигурации, когда внешние события нас заставляют меняться. И у кого-то банально освоить, может быть, сервисы. Раньше вы получали деньги, вот тут явно будут перемены, мои дорогие. Сама по себе карта колесница– карта стремительных, неожиданных перемен. Поэтому если мы подзастряли хотя бы в том, что мы ждем, что, ну вот как прошлое вернется, какой-то прежний период, да тут нет, тут какой-то прорыв вперед, и важно вписаться в эти повороты. Следом за этими поворотами туда или сюда, вот конкретно на карте. Карта успеха, карта, более того, говорит нам, не оглядывайся назад. Это тоже где-то перекликается с работой вот этого заслуженного успеха карты. Вот, то есть нужно понимать, где вы можете раскрыть талант и, иными словами, заработать деньги. Выбор. Еще какой-то период нам придется пройти, как будто в сумерках. Искусство мелких шагов. Я бы сказала, Уран все дробит. И у нас сейчас вот этот планетарный транзит Урана, он завершает по Тельцу прохождение, да, Уран. Потом перейдет в Близнецы в конце апреля месяца. И для нас быстрее будут многие события развиваться. Поэтому вот в эти перемены, поворотные события, которые происходят вокруг вас, вам действительно нужно вписаться, чтобы потом этот выбор осуществить проще. Иными словами, вашу силу нарастить раз и быть готовым к тому, чтобы рассматривать какие-то новые варианты. Ваша сила возрастет многократно, если вы, ну вот знаете, как на что-то решитесь. Ведь это карта и жизненной силы, да? Это карта и возможностей, безусловно. Но ведь это карта, когда вот этот лев, да? Это много эмоций в нас самих. И когда мы с чем-то не согласны, и тем не менее причесать этого льва в себе приходится, потому что какая-то реальность заставляет ее увидеть такой, какая она есть. Для вас это будет такой момент перехода или момент вашей силы, когда, может быть, уже продумывая сегодня, как какой-то запасной аэродром, или, может быть, пусть это касается дополнительного дохода, заработка, вы потом себе точно скажете спасибо. Нам говорят, что в финансах будет что-то меняться. Что это для вас? То действительно нужно во что-то вписаться, в новую реальность. Но не ожидать. Тут ведь мы всегда рискуем. Потому что две пятерки– это вот само по себе недостаток взаимопонимания. И, кстати, аркан сила, да, договариваться уметь, чтобы выстроить вокруг себя какую-то более гармоничную обстановку. Ни разу не говорит карта о том, что мы просто с кем-то соглашаемся или совсем соглашаемся. Нет. Ведь чаще ведь это у нас карта, когда мы говорим серый кардинал, который действует как-то очень аккуратно. Вот, видимо, для вас такие энергии совершенно необходимы. Быть где-то серым кардиналом по деньгам, потому что и это не значит, что мы какой-то тут хитрый, коварный план. Нет, у вас два старших аркана, так обстоятельства вас вынуждают. А по-другому как будто не получится. Иначе мы получим вот эти две пятерки и пятерка. Это у нас всегда недостаток. Давайте подведем итоги. Все же карта сила будет говорить о том, что мы альтернативные варианты дохода должны для себя рассмотреть. Или что-то изучить, или хотя бы примерить на себя. Может быть, это у кого-то будет выстраиваться через новые ресурсы или через освоение новой профессии, специальности. Может быть, это банально действительно какие-то курсы вам нужно даже пройти. Ну или что-то освоить. И это будет вам помогать, мои дорогие львы. Это факт. Потому что перемены мы отменить не можем. Мы только себе потом скажем спасибо. Или для вас принять какой-то альтернативный, может быть, как вариант предложений по работе. Потому что все равно должна быть динамика вперед. Что же будет дальше? Что дальше? И еще раз нам говорят, карта заслуженного успеха. И по этой карте вот как этот человек на лодочке силы и надежды, веры в собственные силы отправляется как налегке, кстати. Тут даже нам не прорисовали, что какие-то чемоданы, какая-то утварь. Нет, он просто идет вперед. И карта нам дает совет. Переверни страницу собственной жизни. Вот что будет дальше. Перемены на пороге. Карта совет.
Вот интересно, мои дорогие, вот именно что дальше или как карта совет? Эта карта выпадает не вам одним. Может быть, это я уже до вас сделала несколько знаков зодиака, то есть несколько видео. И, может быть, это так влияют энергии коридора затмений. Может быть, действительно, вот эта кульминация нас подводит к какому-то выводу. Очень перекликается, опять же, с пажом мечей. И это говорит, знаете, какое-то однозначное решение. Вот как этот меч, да, указывает нам направление. Ты шел, шел, а теперь тебе как будто полагается свернуть, передумать. Ведь это всегда работа интеллекта, холодная голова. Где-то, если мы говорим вот по этим картам, она вам точно совершенно необходима. Какой-то период нам нужно пройти словно между и по финансам себя сохранять. Даже хотя бы по финансам, может быть, где-то это и с работой. Но какие-то перемены мы не отменим. Поэтому, как совет, не бойся менять направление, не бойся что-то изучать. Не бойся, лев, но имеется в виду не панический, понятно, страх, а именно какая-то нерешительность, потому что совсем скоро ты либо получишь какую-то новость, либо увидишь какие-то обстоятельства, которые тебя все равно поставят перед каким-то фактом, что вот это направление нужно несколько изменить в сторону будущего. Тройка, любая тройка– это всегда карта будущего. И тут, конечно, объективизм идет. Умение видеть реальность такую, какая она есть. Ну, посмотрите, у нас тут корабль, один из символов Меркурия, и перемен. Ну, точно это как карта может говорить, что кто-то из вас, ему просто, ну, или надоело, или устанет быть на одном месте, как будто сидеть. Душа позовет в путешествие. И для вас это будет такой мощный триггер тоже, который, почему в моей жизни ничего не меняется, я хочу вот именно изменить. Может быть, это вы приступите к осуществлению какого-то проекта, и это будет во благо. Буквально мы смотрим карту совет, которая вас к этому призывает. Смотри в будущее. Оценивай правильно обстановку вокруг тебя и людей. Делай выводы и строй уже теперь планы на будущее. А также, лев, что-то изучай, вот я бы сказала. И здесь у каждого свои интересы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.